Стакан высотой 10 см, налита доверху ртуть. Вычислите давление, созданное только столбом ртути, на дно стакана. Известно о том, что высота ртути 10 см, налита ртуть. Нужно вычислить давление. Стакан доверху налита ртуть, высота 10 см, какое-то основание S есть. Из теории известно, что любая жидкость создает давление, зависит от ее высоты, что P равно ρh. Это известно. Можем сразу воспользоваться этой формулой. Возьмем немножко раньше и определим, что давление P – это не что иное, как сила, деленная на площадь. Давайте выделим вот здесь, в этом стакане, какую-то площадь. Такой столбик основания имеет площадь, какая-то поверхность. Можно даже дно стакана взять, определить как площадь, если он чисто цилиндрической формы. Фактически будет определен вес этого столба, деленный на площадь основания. Что собой представляет вес столба? Это масса умножить на g. Будет равна именно вот этому значению силы, которая будет давить на дно. А массу как определим? Масса – это объем умножить на плотность жидкости. Объем можно записать как основание умножить на высоту. Так массу можем определить как m равно объем основания на высоту и умножить на ρ. ρ ртути 13600 килограмм на метр кубический. И g 9,8 метр на секунду в квадрате. И тогда давление будет определено весом. Это тут масса умножить на g. Массу определим как S умножить на высоту, умножить на ρ и умножить на g и делить на площадь. А поскольку у нас площадь здесь сокращается, мы получаем известную формулу. Просто очередной раз убеждаемся, что наше рассуждение подходит к правильному выводу. Итак, будет h умножить на ρ и умножить на g. Теперь давайте посчитаем, что это будет за давление. h это 10 сантиметров умножить на ρ на 13600 килограмм на метр кубический и умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. Для того, чтобы упростить это выражение, надо было, чтобы вот это обозначение было как и метр. Знаем о том, что в одном метре 100 сантиметров, значит 1 сантиметр будет это метр, деленный на 100. Вместо этого значения сантиметр подставляем вот это метр, деленный на 100. И работаем с этими всеми обозначениями, как с обычными переменными в этом всем процессе. P будет равно 10. Здесь у нас будет метр, деленный на 100, умножить на 136, 2 нуля, килограмм метр кубический и умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. Работать с этими переменными, даже с именованными переменными, как с обычными переменными, поэтому можно их объединять, сокращать и так далее. Смотрите, килограмм на метр на секунду в квадрате. Это что? Это ньютон. Ньютон это килограмм, это на метр на секунду в квадрате. А вот этот метр сократим вот с этим кубическим значением, поставим здесь квадратное значение. Получается в конечном итоге килограмм на метр на секунду в квадрате. Это ньютон делить на метр квадрат. Ньютон на метр квадрат. То, что нам необходимо для давления. Итак, P будет равно. Давайте эти два нуля сократим с этими два нулями и останется 10 умножить на 136 умножить на 9,8. А здесь будет ньютон делить на метр квадрат. Будет равно 13328 ньютон на метр квадрат. Либо это можно записать как паскаль. P равно 13328 паскаль. Можно выделить это как килопаскали. Естественно, немножко округлив до десятых. P равно 13,3 килопаскаля. P равно 13,3 килопаскаля. Этой задачей можно было сразу использовать эту формулу, но я хотел просто очередной раз показать, откуда это можно взять. Может быть, подобное выделение и подход к этому делу был упрощать решение других задач более сложных. В всяком случае, видите, я понимал о том, что рано или поздно площадь у нас соприкосновения вот здесь сократится, поэтому мы получили такую же формулу, как она приведена в теоретических данных.